В целом, саму специальность можно отчасти назвать специфической. То есть в рамках этого профиля мы получаем сразу две специальности – журналист-редактор и преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, например, сольфеджио, музыкальной литературы. Получается, что с одной стороны мы активно изучаем блок журналистики, а с другой получаем музыковедческое образование. Сочетание супер необычное, но это дает доступ к классным профессиям. Можно стать музыкальным критиком, журналистом и редактором на радио, телевидении и в интернет-изданиях, в пресс-службах театров и филармоний. В общем, без работы мы точно не останемся. Журналист пишет для того, чтобы его читали, поэтому с первого дня мы вовлекаемся в жизнь Академии и освещаем все мероприятия, а их у нас немало. Более того, у кафедры есть ряд стратегических партнеров, с которыми заключены договоры на практику. Помимо прочего, часть комиссии на госэкзаменах – это потенциальные работодатели, в том числе Дом музыки, филармония. Они сразу присматривают себе кадры. Также к нам приходит много представителей СМИ и проводят мастер-классы. Иногда напрямую обращаются с запросом кадров. То есть можно сказать, что мы, даже будучи студентами, довольно востребованы. Я учусь на 3-м курсе бакалавриата музыкальной журналистики и работаю на телеканале «Культура» в качестве литературного редактора утренней бригады в передаче «Новости культуры». А сейчас я выпускающий редактор «Прайма». Это стало возможным только благодаря тому, что мне идут навстречу преподаватели. Стараюсь участвовать во многих мероприятиях Академии и так или иначе быть полезной своей кафедре. Наверное, важен сам подход к обучению. В первый год у нас были групповые занятия, а со 2-го курса начались индивидуальные, что само по себе очень ценно, на мой взгляд. Плюс это отношение преподавателей к студентам. Мы не зря называем Академию Гнесинским домом, и это действительно дом для нас. Преподаватели относятся к студентам как к детям, и это такая тенденция, которая существует с момента основания Академии. Мы не просто учимся здесь, мы растем в открытой и домашней атмосфере, и это очень радует и впечатляет. Больше всего здесь запоминаются люди. Яркие, индивидуальные, с горящими глазами. Люди смелые, бесстрашные, которые готовы следовать за мечтой и выходить за рамки. Они открыты для возможностей, для смелых решений и поступков, люди с широким кругозором. А наше сетевое издание называется «Без фальши». Вот и люди здесь такие же. Наша газета «Без фальши» существует со 2-го года основания кафедры. Важно упомянуть, что издание появилось благодаря инициативности и самостоятельности студентов. Мы все делаем сами, пишем, редактируем тексты, фотографируем и снимаем, сами верстаем. То есть у нас полное самоуправление. Преподаватели не участвуют в жизни газеты только в качестве героев статей. Что интересно, каждый год состав редакции меняется, назначается новый редактор. Также обновляются рубрики издания, дизайн сайта, но при этом независимость газеты остается неприкосновенной. Ребята сами снимают репортажи, тоже 1-й курс каждую неделю снимает новостные выпуски. Так уж вышло, что мы 1-м курсом взяли на себя работу на видео. Основным форматом нашей работы был выбран новостной дайджест. На протяжении недели мы собираем новости по России, по миру, среди учебных заведений, в том числе нашей академии. Кто-то занимается подбором новостей, кто-то занимается дизайном, кто-то редакцией, кто-то версткой этих новостей. Потом мы снимаем их, и к 10 в аккурат мы выкладываем выпуски на нашем канале в воскресенье. Есть ряд спецпроектов, которые мы выпускаем. Например, недавно мы сняли короткий фильм для конкурса «Консерваторская наука», и сейчас реализуем репортажи из него. Участие в этом проекте – это классная возможность задать острые, каверзные, но всегда интересные вопросы ярким представителям руководства ведущих творческих образовательных учреждений. К нам приходил Николай Цискоридзе, и это был аншлаг. Также присутствовали Александр Занорин из Саратовской консерватории, Григорий Заславский из ГИТИСа, Алексей Васильев из Санкт-Петербургской консерватории и еще много других выдающихся людей. Эта встреча проходит в формате пресс-конференции, то есть, можно сказать, коллективного общественного интервью, что уже привлекает. Для будущего журналиста это шикарный потенциал, чтобы попрактиковаться в интервьюировании. Как минимум, саму журналистику можно считать искусством. С другой стороны, это прикладное ремесло, отточенная техника. Умение писать будет всегда. В каком бы формате ты ни работал, ты должен уметь писать текст.
В нашу цифровую эпоху создать текст, который дочитают до конца, это целое искусство. А в случае с музыкальной журналистикой это искусство вдвойне.